Гамарджоба, Роман. Гамарджоба. Как? Все хорошо? Все хорошо, все отлично. Так, куда мы едем? Ну, едем в горы. Машина немножко не приспособлена, но другая машина не у меня сейчас, вторая. Ну, все равно поедем обязательно. Я вот вчера, потому она грязная, вчера вот ездил, уже грязная, можно еще раз поехать. В Ли-Каньон, достаточно высокогорное место. По-моему, 2700, если я не ошибаюсь, высота. Так что проведем хорошо время. Что мы с собой берем? Я-то взял 2 бутылки воды и штативы, чтобы от Ничего, койотов. я просто люблю... Сейчас я не могу кушать, обычно там еще мясо жарю. Ну, сделаем чай обязательно и поговорим. Хорошо, тогда вперед. Поехали. Я не помню, я где-то читал, что тоже, опять же, ребята из Embedded вроде как отказывались идти, потому что там Да. медведь может сожрать где-то. Да, они так говорили, Да. но они отказывались. Они просили мне вернуться. Это было в день взвешивания, они снимали. Ну, точнее, день, когда мы должны были заниматься весом, гонять вес. И я их в горы повел. И они хотели вернуться, чтобы, не дай бог, со мной что-то не случилось. Они переживали. Ну, сложные были просто условия. Так, а медведи там реально есть? А куда сейчас едем? Сейчас, может, и есть. Я там ночевал пару раз. В палатке или? Да. Блин, кайф. Просто вообще нетипично для бойцов UFC. Почему? Обычно все в тепличных условиях любят. Не, я не люблю это. Когда нечем заниматься, особенно когда вот уже мы в гостинице, сидеть, когда не кушаю, не люблю. Я обычно всегда куда-то хожу. Прежде всего, конечно, я подарки собираю для всех домой. Это пару сумок дополнительных. А потом уже или в горы, или еще куда-то, чтобы быстрее время пошло. Не нравится сидеть в гостинице. Ну, каждому свое. Тоже верно. Мне в Вегасе главное, чтобы похолоднее было где-то, потому что Ну, на улице невозможно. сейчас в горы поедем, там будет, когда стемнеет, холодно будет. Я обычно еще иногда одежду с собой беру. Но сегодня мы вряд ли будем до ночи сидеть. Да нет. Вы меня обычно- столько не выдержите. Обычно я с оружием хожу, если оставаться собираюсь. Потому что тут с живностью в Америке, конечно, много живности. Приходилось видеть кого-то? Да, конечно. И медведи, и олени, и все что угодно. Особенно, когда я был в Альбукерке, там такие интересные горы, Сан-Диего. Я в Сан-Диего горы ходил, Санта-Фе еще есть там горы хорошие. И живности там очень много зверей всего. Там очень нравилось. Где самые кайфовые горы в Америке из тех, которые побывали? Наверное, Санта-Фе. Там я люблю такие горы. Но они очень похожи на наши горы. Хвойные леса, смешанные леса. И вот такие вот условия мне больше нравятся. Вообще в Америке природа очень красивая. Я иногда, вот, мы знаем, что американцы обычно не выезжают за границу. Ну, в смысле, можно их понять. У них все есть в стране. И природа, и развлечения, все, что им нужно. Поэтому они мало видят, что вокруг происходит. Это да. Но я недавно был в Риме. Я обычно из-за стольких поездок, потому что в год минимум 3 раза куда-то из-за боев выезжаю. Я не особо люблю путешествовать. Но я поехал почему-то в Рим, решил. И я остался под таким впечатлением. Город такой красивый. На каждом шагу, каждое здание с какой-то большой, великой историей. До сих пор, как вспоминаю, очень красивый город. Повезло итальянцам. Да. Не, Рим, он прям приторно красивый. Очень красивый. Он чересчур красивый. Да. А я люблю такие монументальные, большие здания, исторические. Очень красиво. Уже вот выехали за Лас-Вегас.
Уже Лас-Вегасская область. Ну, Область. ну горы тут вот пока на такой низкие, они все одинаковые, сухие, Ну да. без растений, без ничего. Все такое бесцветное. Круглый год, кстати, такое бесцветное. Наверное, уже мы поднялись на 2 километра. То есть с Лас-Вегасом километр 300. То есть мы уже в горах, по сути. Уже гора. Это не так чувствуется, вот мы постоянно вверх поднимаемся. Но здесь как бы и сильных подъемов-то особо не было. Да, но мы постоянно Да. вверх поднимаемся. Но природа уже видно, что немножечко другая в сравнении Да, конечно. с тем, что было на выезде из города. Туда, куда мы сейчас едем, там хвойные леса. А там как каньон, да, получается? Каньон, да. А, ну вообще, да, уши закладывать уже начало. Да, поднимаемся. Короче, я тут, наверное, никогда не забежал. Ну, все бывает в первый раз. Это, конечно, не Кавказ. Роман, это место, куда вы всегда ходите, или любимое место? Да, у меня много любимых интересных мест в Лас-Вегасе. Ну, конечно, не в Лас-Вегасе, а вокруг Лас-Вегаса. Это одно из самых любимых. Потому что тут такое достаточно высокое место. Высоко в горах находимся. И тут еще много деревьев. Это большая редкость в этих краях. Мне все нравится. И людей не так много. Это самое главное, наверное. И вот реально всегда один? Я чаще всего, конечно, езжу один. Я люблю спокойствие, что-то поделать, порубить дерево, огонь разжечь. Да, нравится одному. Бойцов в экстриме или в PI не пытались соблазнить? Нет. Мол, go это camping? тяжело. Те, кто знает бойцовский образ жизни, мне кажется, они меня понимают, что мало кто. Кто-то ходит в горы, бегает, кто-то может там раз в месяц выйти, но на систематической основе ребята больше, наверное, фокусируются на бои, чем в такие места ходить. Вот я вот уже говорил не под камеру, это место, ребят, смотрите. Если просто завязать глаза и привести сюда человека, никто в жизни не скажет, что это Лас-Вегас, что это часть пустыни. Просто все зеленое. Все зеленое. Вся гора зеленая. Тут очень хорошо зимой. Много снега. Из-за этого снега совсем вообще людей почти нету. И тут очень красиво снег. Ну, место прям кайфовое. Прям я люблю природу, но я не ожидал такого. Можно еще и выше подняться. Это так, чтобы вам легче было ходить со мной. Можно выше подниматься, там посложнее, но тоже очень красиво. В принципе, примерно так же, но я же обычно ищу, чтобы людей не было. Поэтому я предпочитаю повыше подниматься. Там обычно люди не ходят. Самый сложный маршрут, который был в горах. Это было здесь или... Ну, нельзя назвать самый сложный, но сложным маршрут не только место делает, но и погодные условия. Вот было у меня один раз, я был в горах Санта-Фе, это тогда, когда я тренировался в Альбукерке. И я пошел в горы на 3 ночи один. И я приехал с Альбукерке, в Альбукерке уже снега не было, уже давно, где-то месяц. А Санта-Фе это высокие горы. Я начал где-то с горнолыжного курорта подниматься, ходить просто по горам, по траектории, которую я себе сам назначил, по маршруту. И начал, снега не было, и где-то через часов 5, как я стартовал, начался сначала, уже лежал чуть снега вокруг, а поднялся, уже там нормально снег лежит, я уже не мог нормально идти по маршруту, который я себе сам придумал. Пришлось спускаться по склону горы,
А по склону горы оказалось, что еще больше снега, потому что с вершины вниз это все отпускалось. В общем, такое мне пришлось ночевать в очень тяжелых условиях вот эту одну ночь, пока я не выбрался этого снежного, так назовем, мешка. Но было очень интересно. Зато запомнил уже это сколько было, лет 5 назад, даже 6. Приятно. Вот потом в итоге после этого на следующий день я в дождь попал. Там же? Да, там же. Ну, чуть ниже уже как спустился. В общем, были истории. Неожиданные гости случались? Да, вот в Америке в этом плане неожиданных гостей чаще можно увидеть. Ну, конечно, животные нас больше боятся. Они нас боятся больше, чем мы их. Пытаются нас избегать. Но чаще всего это получается, когда случайно друг на друга можно наткнуться. И бывало такое. Но они не агрессивно себя не вели. Вот когда они не видят пути отхода назад, вот тогда они агрессивны. Но у меня таких ситуаций не было. Койотов встречали здесь? Да, ну, койоты, они везде. Безобидные? Безобидные. Они маленькие. Можно пропугнуть их, они безобидные. Что сложнее, 15 минут в клетке или ночь в горах? Не, ни то не сложно. Железный человек просто. Я думал, Шишки? чтобы В огонь или в подарок? огонь. Для подарка они не очень хорошие. Не выглядит красиво. Но он, к сожалению, не передастся тем, кто будет смотреть это видео. Ну да, но запах есть, поверьте. Последнее, конечно, о чем хочется говорить здесь, это о смешанных единоборствах, но работа есть работа. UFC Vegas, 9 августа. Роман Долидзе, Энтони Эрнандес. Роман, UFC, такое ощущение, как-то чередуют соперников вам. То есть сначала был рейтинговый Энтони Смит, который выше вас. После этого дают Кевина Холланда, который ниже. После этого вроде снова Марвин Виттори. Сейчас Энтони Эрнандес, в бою с которым снова, наверное, можно потерять немножечко больше, чем приобрести. Вот. И на контрасте с некоторыми голландцами, как-то, не будем называть их имя, но он в вашем дивизионе. Не обидно? Нет, конечно. Абсолютно не обидно. И я все равно заставлю их дать мне титульный бой, потому что когда ты побеждаешь, они не могут не дать тебе этот бой. Поэтому я не думаю, так не смотрю на бои и на оппонентов, которых мне дают. Я лишь готовлюсь и сделаю все возможное для того, чтобы победить. Остальное второстепенно. Есть пример, когда человек побеждает, а титульник ему не дают. Мавсар зовут. Да, конечно. До сих пор ему не дали? Нет, до сих пор. Причем он должен был сейчас драться с Пика, Да, с дебютантом. да. Вот, но вроде как из-за болезни он слетел. Кто? Мавсар. Сейчас Пика вроде как будет драться с Мерфи в Чикаго. Но у меня вообще есть теория, что UFC все-таки взялось за ум и решила перебукать его на Волконовского. Мне тоже так кажется. И будем надеяться, что как раз такая хитрая очередная история, когда он получит лучший вариант. На последнем турнире в Абу-Даби, не знаю, смотрели, не смотрели. Не смотрел. Титульник был в вашем дивизионе, неинтересно?
Кто был титульник? Ой, не титульник, а мейн-эвент. Main event Да, это. я знаю. Я бой не смотрел, но результаты знаю. Не удивило, что Что Де-Ридер в очередной раз. И в целом его подъем. Почему ему дали Уитакера? Насчет этого я не знаю. Мне, кстати, про Уитакера говорили 2 месяца подряд. Потом дождались, когда он выиграл. И все поменяли. Ну, это их планы у UFC. Мы или согласны играть по правилам, которые мы не пишем. И я лично понимаю, что нету смысла требовать какого-то спортивного составляющего, потому что в основном это шоу и делается для этого. Поэтому моя задача лишь побеждать, а остальное не важно для меня. Нет, вопрос про удивление был скорее про его подъем, потому что, по сути, он за один календарный год встал в один шаг от титульника. И... Да, можно так сказать. Но UFC многим дают такие шансы. Это нельзя сказать, что что-то особенное в этом плане. Как я уже сказал, что это какие-то свои планы. Это как мой магазин. На прилавок я поставлю то, что я хочу продавать. То же самое UFC. Они ставят на прилавке то, что считают нужным. Вы в Вегасе резидент Экстрима? Да. А почему этот зал, почему он лучше в Вегасе? Для меня он лучше в Вегасе. Прежде всего составом ребят, которые там тренируются. У нас очень много больших ребят, тяжелых, особенно в моем весе. И мне всегда удобно подбирать спарринг-партнеров под любого оппонента, кто бы то ни был. Во-вторых, я очень, так сказать, верный к своему выбору, когда что-то выбираю. Я не знаю, что должно произойти, чтобы я что-то зал поменял или еще что-то. Поэтому мне пока комфортно тут, я себя хорошо чувствую, и мне нравится тренироваться. Плюс UFC PI тоже очень привык. Людям там работающим очень хорошие люди. Я уже, наверное, сюда 5-й год приезжаю. Так что мне тут в общем и целом. Сам город как город мне не нравится, но сама атмосфера комфортна мне. Давайте я тоже поучаствую, немножко маленькую положу. А то в комментариях напишут, что Роман все делал, а я... Да, в принципе, Роман все сделал, я здесь. Я только маленькие приносил палочки. Но, кстати, по поводу PI. А зачем, в принципе, нужен зал, если есть PI? Потому что, насколько я знаю, там есть все. Есть все, но нету спарринг-партнеров. Спарринг-партнеров нужно всегда самому находить. Нету тренеров, никто там тебя не тренирует. Там бывают, ребята собираются, сами работают, тренируются. Но такого, чтобы командная работа, если не приезжаешь со своей командой, там нету. А в чем отличие экстрима от синдиката, где работает Мираб? Я не буду, не возьмусь говорить за тренерский состав. Я думаю, синдикат тоже очень хорош в этом плане. Я лишь буду сравнивать состав весовой категории. Вот в моей весовой категории гораздо лучше экстрим. Ну там хедлайнер Стрикланд. Ну, хедлайнер в каком плане? Я не буду его назвать хедлайнером, но он пытается, он старается очень сильно, так скажем, но много хороших ребят, с которыми мне нравится работать. И Стрикланд в том числе. Но вот дядюшку Шона мы знаем больше его публичную часть жизни. Болтун. На тренировках в личном общении ровно такой же или все-таки у него образ? Нет. Я лично всегда говорил, считаю, что он лучший человек, чем он сам о себе даже думает. Но я думаю, что у многих такой защитный механизм в жизни в целом. Так себя вести из-за каких-то нюансов в своей жизни. Но он еще есть такая черта, я заметил, что он так себя может вести с теми, кто ему позволяет так себя вести с собой. То есть с вами он другой? У меня никаких проблемных ситуаций с ним нет, так скажем. Вы как-то рассказывали в одном из интервью, что у вас с ним не получается спарринговаться, потому что любой спарринг, он превращается в бойню. Да. То есть это до сих пор так? До сих пор так. Но с ним, у него такой стиль. Он не может технично спарринговать. Ну, он не техничный. У него своя работа, и он показал, что такой стиль тоже очень хорошо работает в ММА. Но для того, чтобы отрабатывать, для того, чтобы подводиться к бою, мы, конечно, вот к концу, за неделю, за 2 уже стараемся не спарринговать. И он не спаррингует со мной, и я обычно подбираю ребят
Но у меня такая проблема, я не могу обычно отказать. Если он подходит, то я буду спарринговать. Но мы с ним всегда очень жестко спарринговали. Он самый жесткий в зале? Не, нельзя сказать, что он самый жесткий, но у него стиль идти вперед, и он не даст тебе покоя, так скажем. Он будет идти вперед всегда. Ну, конечно, я использую свой козырь. Я борюсь, если что, внизу в партере. И пытаюсь все, так скажем, переворачивать его план работы и действий. Он стучал хоть раз? Я не буду на это отвечать. На вашем пути к вершине, возможно, встреча с Шоном будет неизбежной. Вы за такой бой или против, или вам пофиг? Я против такого боя с одного ракурса. С другого ракурса я понимаю, что мы бьем людей за деньги, и это наша работа. И если нужно будет, то да, я подерусь. Но я очень надеюсь, что этого не произойдет, или если это произойдет, то будет за титул. После последнего вашего боя и в октагоне, и с ваших видео из ресторанов мы узнали, что вы еще и поете. Нет, я пою плохо. Я, наверное, один из тех грузинов, который не очень хорошо поет. Но это традиция. Вы, наверное, про это говорите. Это про Чито Гурито. Чито Гурито, да. Вахтанг Кикабидзе, Буба Кикабидзе, Мимино, как хотите, можно так его называть. Валико. Валико. Ну, очень приятный был человек, я его лично знал, был знаком, царство ему небесное. Такая традиция сформировалась. После каждой победы я пою Чито Гурито. Но Чито Гурито — это просто мы, вот наше поколение людей, которые из Советского Союза, но которые не жили в Грузии, у нас эта песня ассоциируется исключительно с Мимино. То есть Мимино, значит, Чито Гурито, Чито Маргарито. Маргалито. Хотя многие Маргарито. Да. А в Грузии это как, я не знаю, правильно сказать, национальная песня или... Нет, не национальная песня. Опять же, связана с советским временем, опять же, связана с тем фильмом Мимино, который вы назвали. Теплые воспоминания. Для кого-то уже нет. Но Чито Гурито — это реально птица или есть какое-то значение? Нет. Скрытый смысл? Гврити — это птичка. Чито — это как птица. Чито — птичка, птичка, невеличка. Вас так перевели, но это не совсем дословный перевод. Но в Грузии есть иногда некоторые слова, которые дословно перевести невозможно. Например, геноцвали, когда говорят. Но это друг. Нет? Вот. А геноцвали — это я, вот если дословно перевести, я вместо тебя, или очень тяжело, вот невозможно перевести такие словосочетания. Но гамарджоба — это все еще привет? Камарджоба — это привет, но означает это больше поздравление с победой. Окей, если в следующий раз я захочу с вами поздороваться на пресс-конференции на грузинском? Камарджоба. Гамарджоба, окей. Да. Но означает дословно поздравляю с победой. Но заранее не поздравляют, но... Нет, изначально, наверное, буду предполагать, что вот люди после войны друг друга встречали и с победой говорили, а потом оно трансформировалось в форму приветствия. Роман, вы, опять же, я в каждом интервью, наверное, это говорю, но вы кажетесь спокойный, интеллигентный и совсем не грузин, потому что грузины, в моем понимании, эмоциональные люди. Что не так? Или вы просто на камеру один? Нет. Роман Долидзе, дома другой Роман Долидзе. Это очень хорошее, правильное замечание. Я, наверное, очень эмоциональный. Но зависит от ситуации. Я в обычной жизни и, в принципе, в любой момент я стараюсь себя контролировать. Максимально стараюсь. Мне это очень тяжело. У меня очень вспыльчивый характер. И в какой-то ситуации я могу взорваться. И это всегда плохо кончится. Но я всегда с этим борюсь. Я считаю, что это плохая моя черта, что нужно мужчине уметь себя контролировать, несмотря на любую ситуацию. И мне кажется, что вот чем я взрослею, тем лучше мне получается с этим справляться. Но в нужный момент, когда это для жизни необходимо, для ситуации необходимо,
я, конечно же, показываю своего внутреннего второго Рома. Я так и говорю себе, что во мне живет два человека. Один вот спокойный, другой вот тот, который выходит с шерстью перед боем. По поводу агрессии, вас часто можно увидеть с оружием. Это Недавно вы на стрельбище были. Ну, я часто, каждые выходные почти. Да, еще был видос или фотка, где, она сейчас появится на экране, где вы идете с Мирабом, и у вас в руках сабля или... Не, вот это видео мне не нравится. Вы можете показать, но мне не нравится. И я знаю, о чем вы говорите. Но это просто было как-то снято. Мы снимали, чтобы я это выставил. Но я такой человек, что много чего. Вот я потом переосмыслю. И для хайпа я уже все, вот те ребята, очень близкие мне люди, которые это снимали, они мне сказали, вот это видео, не это конкретно, до этого мы снимали, это видео сильно залетит. Они сказали, это сейчас популярно, модно и сильно залетит. И я такой, мы сначала отсняли, а потом я посмотрел, и я не смог себя заставить это выложить, потому что оно никак не отражает, кто я такой. И я не выставил это видео. Но вопрос был, я не договорил просто, есть Извини. какая-то любовь к оружию? Конечно, есть любовь. Я люблю оружие. Недавно появились спонсоры Vortex. Они производят, к сожалению, не оружие. Надеюсь, и производители оружия появятся у меня спонсоры. Но они производят оптику и другие приспособления и нужные вещи для стрельбы. Вот они мне дали оптику, которую можно стрелять и на 1,5 километра, на километр прицельно. И я люблю это, конечно, мне интересно, я этим занимаюсь. По поводу оружия, это вам к Стрикленду надо, он же любитель тоже. Ну, И за легализацию, я думаю, есть у него выходы на спонсоров. Насчет спонсоров? Нет, со спонсорами все нормально, я уже веду какие-то переговоры. А насчет с ним это делать, нет, я не согласен. Я не согласен с ним на стрельбище. Он иногда не очень правильные вещи там делает. Кстати, опять же, сори, что про него, но его образ мышления, он больше похож на наш советский. То есть у него все традиционное. То есть он вроде, с одной стороны, он вроде как патриот Америки, но с другой стороны, такое ощущение, что наш образ жизни ему ближе. Или это не так? Не так. Стрикленд воспитан в очень тяжелых условиях. В сложной семье он очень часто плохо выражается про своего отца, за что я ему всегда даю замечания и говорю, что лучше совсем ничего не говори. Зачем на этом пиариться, зачем об этом рассказывать? Но он по-своему, как вы можете себе представить, что кавказский или наш человек что-то про своего отца прежде всего скажет. Так что уже Стрикленд Да, не совсем, справедливо. как мы думаем. И я его не осуждаю никогда. Я раньше его очень сильно осуждал. Я ему говорил об этом, указывал об этом. А сейчас я со временем я понял, что мы очень по-другому воспитаны. И я не могу с него требовать то, что он попросту не понимает. Его воспитание и наше воспитание это кардинально разное. По поводу вас и оружия теперь. Я в Новом Орлеане разговаривал с Фабианом Буске, это португальский, бразильский переводчик UFC, наверняка знаете его. И заговорили про вас, и он сказал такую фразу. Роман Долидзе — это человек, вот если я смотрю фильм, и в этом фильме должен быть какой-то грузинский гангстер, это вот 100% его должен играть Роман Долидзе. Интересно он назвал. Вам было бы интересно сняться, например, в такой роли? Были кое-какие предложения, было даже я пару фильмах на начальном этапе что-то снимался, но я не знаю, это хороший вопрос. Надо сначала посмотреть, о чем он будет, что он будет. Но из глубин души, если вам честно говорить, я пришел к такому осознанию для своей жизни, что тем более живя этой жизнью, которой я живу, социально она очень активная, моя жизнь, я понял, что мы чаще всего и много спортсменов живут для того, чтобы их кто-то увидел, для того, чтобы они это показали людям. И мне кажется, что наоборот, чем после спортивной такой жизни будет меньше у меня социальной активности, социально меньше я буду что-то выкладывать и показывать о себе, и еще в том числе и в фильмы, мне кажется, будет лучше. Но переговоры, если не секрет, в Грузии были или здесь, в Штатах? Не только переговоры, я даже снимался.
да, в Грузии. Были и в Америке, когда был в Альбукерке. Там есть киностудия, кстати. И там предлагали, но не сошлись по мнениях. Бой с Эрнандесом. Опишите соперника 3 словами. Я, чтобы ничего плохого не говорить, своеобразный, Так. хорошее кардио и все, наверное. Ну, как раз 3. Своеобразный, хорошее кардио. Да, хорошо, давайте. Спасибо, выручили меня. С одной стороны, Эрнандес кажется зверем по последним боям, Мгм. но с другой стороны, если смотреть на его позицию, кажется, что человека вашего уровня у него пока еще не было. А правильно ли говорить, что вы для него самое главное испытание будет на данный момент? Наверное, более правильнее будет говорить, что стилистически самый сложный будет. Потому что он любит быть в партере, и я люблю быть в партере. И мы будем решать, кто лучше в партере. Я уверен в своих силах. Наверное, и он тоже считает, что он один из самых лучших. И я готов оспорить его мнение. Ну вот, кстати, у него же последние 3 соперника были ударник, акробат, ударник. Я промешал Я оператор. понимаю, я понял. Просто в прошлый раз, когда мы говорили с вами, и вы сказали, я спросил, есть ли у вас, в принципе, борьба, вы сказали, борьба есть, она хорошая, но я ее берегу на крайний случай. Да. Вот, получается, в бою с Эрнандесом и будет тот самый крайний случай. Я думаю, что Хернандес сам, вот если проследить за моей карьерой, если кто-то меня вот насильно не переводил в партер, я грэпплинг свой не использовал ни разу. Если даже вот взять моменты, где я боролся, это первый раз, наверное, был мой, наверное, пятый бой пятый бой в UFC. Фил Хоус меня перевел в партер, я снизу ему с локтя, потом на ногу взял болевой, его очень сильно открутил ему ногу. Я даже встал, думал, что он остановится, потому что в руках почувствовал, как коленный сустав вышел. Я отпустил его, он упал, потому что не смог встать на ногу. И он опять продолжил бой, ударил меня, рассек даже. Я такой, окей, хорошо, и потом я нокаутировал. Это был, он мне сам перевел. Потом было, когда Хермансон меня перевел. Один раз в первом раунде я его быстро перевернул, и второй раз, и он уже не встал во втором раунде. Когда меня заставляют бороться, я борюсь. И мне кажется, Хернандес — это тот момент, когда он захочет бороться и будет лезть бороться. И мы посмотрим. Но вам самому в кайф больше в ударке работать? Наверное, можно сказать, что да. Один раз еще было. Это когда я уже понял, что я должен иногда использовать свою борьбу. И это был случай с этим Холландом. Когда я начал в стойке стоять, опять хотел с ним в стойке с ударником быстрым и своегласным поработать. Я понял, что он очень быстрый. Я не чувствовал его удара, они мне ничего не носили, но он касался меня, я понял, что он просто по баллам захочет забрать. Я его перевел, и он тоже оттуда не встал. И я думаю, что когда я чувствую... Раньше я не боролся совсем. Сейчас, если мне надо будет, то я буду бороться. Потому что я хочу стать чемпионом. И я понимаю, что на таком уровне уже нужно использовать все свои навыки и возможности, которые они у меня есть. Я чемпион мира по грэпплингу. И я должен использовать, когда это необходимо. Я просто почему спросил про стили. Я разговаривал с Ренатом Фахридиновым 2 недели назад. И он как раз сказал, что вот у нас, борцов, дорога к титулу, она гораздо сложнее, чем у ударников. Ну, я не знаю, наверное, меня нельзя назвать борцом в плане, таком плане, что я буду залеживать кого-то. Если я даже переведу, я буду бить, я буду стараться делать болевые. То есть я не борюсь в таком плане. То есть я не борец, я больше грэпплер. С одной стороны, второй мейн-ивент подряд, с другой стороны, второй бой в Апексе подряд. Да. Это скорее плюс или скорее минус? Это третий бой в моей карьере. Второй подряд, да. Согласен. Я не знаю, иногда мой враг, когда я сам себе всегда говорю правду, и сейчас скажу. Нам чуть больше платят, когда мы деремся на мейн-ивент, поэтому лучше для меня, конечно, мне приятнее, когда я дерусь мейн-ивент, я заработаю больше. Если бы я не дрался бы мейн-ивент, дрался просто где-то на большой арене, я бы заработал бы меньше. Контракт тот же самый. Так что... Справедливо. Да. Сейчас о нескольких традициях. Во-первых,
Это ваш 4-й бой подряд, на который я приду. И предыдущие 3 закончились как-то Победой. поразительно в вашу пользу. Я ни на что не намекаю. Вы тоже не ждали, да? Те бои тоже не Са- ждали. са- Нет, я всегда, когда С нас- Холландом точно не ждали, со Смитом тоже не ждали, с Марвином, наверное, 50 на 50. На самом деле я всегда... Не, кстати, вот с Марвином я сразу говорил, что я считаю, что вас фаворитом. Мне в комментах напихали, что нет. И были даже Вы люди... не переживайте, потому что на последние 9 или 8 боев я был 1 раз фаворитом. Так что все нормально. Все по графику. В общем, традицию продолжаем. Конечно. Традиция номер 2. Вы выходили в шкуре животного. Да. Не буду спрашивать, какого. В этот раз подобный перформанс будет? Давайте оставим на бой. Будет интереснее люди. Кстати, по поводу шкуры. Вас после прошлого... Не знаю, вот доносилось ли до вас это, но вас очень часто сравнивали с персонажем Марвел. Есть такой персонаж Крейвен Охотник. Да, Видели? я фильмы не смотрю, да. И просто так получилось, что фильм вышел плюс-минус в то же время, когда вы Нет. вышли в этой шкуре. Нет, я, положа руку на сердце, хочу сказать, что абсолютно моя идея не была с ним связана, но я признаю, что это похоже. После прошлого боя... Извиняюсь, почему похоже? Я на самом деле купил много разного всего и выбрал из разных вариантов. Просто этот вариант понравился мне больше. Ну, он атмосферный. Да, вот так получилось. Традиция номер 3. Чемпион UFC в легчайшем весе. В вашем углу будет? Мираб? Да, конечно, Мираб будет. Просто он сейчас вроде улетел куда-то, и вот... Прилетит. Мираб будет. Остальные угловые ждать сюрпризов? Не, сюрпризов никаких не будет. Как всегда, это люди в основном раньше, даже мои друзья были. И в прошлый раз тоже Денис был у меня в углу. Они все мои друзья, но я имею в виду не связанных со спортом, ребята. Я это имел в виду. И в этот раз тоже так же будет. После прошлого боя наше с вами интервью вышло под заголовком «Советы Мираба помогли мне победить». Он может стать тренером после окончания карьеры? Конечно, я думаю, с его опытом он запросто это может сделать, с пониманием, с видением, со знакомствами, которые у него сформировались есть. Тут главное его желание. У меня большой опыт в тренерской карьере. Я лично считаю, что тренер не только должен быть хорошим спортсменом, но еще и хорошим психологом, хорошим человеком, хорошим другом и, что самое главное, хорошим наставником. Потому что тренер, я помню сам по себе, как я, работая со своими ребятами, я мог их направить к тому направлению, куда я считал нужным. А если у тебя побуждение не очень хорошее, то можно и не очень хорошее направление дать ребятам. Что у Мираба есть все задатки, чтобы он был хорошим тренером. Просто я почему спросил, его очень часто можно увидеть в углах, даже не грузинских ребят. Да. Он дружелюбный, он со всеми общается. Ну и секундирует, получается. Да. Какой-то недавно был турнир, там было 2 женских боя подряд, или через 1 они шли. И вот в обоих, ну, правда, обе девчонки проиграли, к сожалению. Не, я пока побеждаю все бои. Ну, вы-то да. Так я приезжаю. Давай, из-за вас, а не из-за Мираба. Может, вас тренером взять? Мираб, извини. Может, вас надо тренером взять? А не Ох. Мираба? Да. Я как тренер, мне кажется, очень плохой. Ничего. У меня были случаи, когда в моем углу ни одного тренера не было в UFC. 22 год, все 3 боя я выиграл досрочно. Также за 1 год я из спортсмена, которого особо не знали, закончил на 8-м месте в рейтинге. И ни разу из этих 3 боев у меня в углу тренера не было. Ну, если на самом деле станет скучно или будет какой-то недобор, то... Можно забрать. Мои цифры у вас есть, звоните. Договорились. Да, я за халявную форму от Веном. Представляю, там куча большой набор. Да, там и кепка, и... Я потому своих друзей обычно брал, чтобы у них набор был. вот. Удобно. А вы сказали, что после карьеры в ММА хотите спокойствия, не публичности. То есть Нет. Романа Долидзе тренера мы можем увидеть? Я спокойствия хочу не в плане того, что я от всего хочу отстраниться. Я просто не хочу жить этой социальной жизнью. Я понимаю, если я буду тренером, то мне придется опять же быть социально активным.
У меня есть кое-какие идеи насчет тренерства, конечно, насчет Грузии, насчет продвижения спортивного образа жизни прежде всего. Я не знаю, как жизнь повернется, это тяжело наперед загадывать, но поскольку я уже какие шаги делаю, и очень важные, финансово весомые, которые меня приближают к этому, то вполне возможно. Но я не знаю, когда буду вот в моем формате, то, что я не хочу быть публичным, а еще, но все равно хочу быть тренером, я не знаю, когда будет трансформировано и выглядеть. Идеальная пенсия Романа Долидзе, какая она? Самая главная задача моей жизни — это воспитать своих сыновей правильно. Мне ничего не страшит в жизни абсолютно, кроме того, какими они мужчинами в будущем станут, кем они будут, как они будут себя вести и какими сыновьями своей родины они станут. Это самое главное. А если это все пройдет, так я планирую, как я хочу, я очень много усилий для этого предлагаю. Сам из-за них, из-за моих сыновей, мне приходится самому развиваться, мне приходится самому до сих пор учиться, находить и литературу, и все остальное для того, чтобы понимать, как правильно это все в них вложить, взрастить. И если они будут на той высоте, которую я хочу в них видеть, то моя жизнь, значит, удалась. Поэтому это сделает меня всячески довольным. Это основная задача, так назовем, на мою пенсию тогда. Роман, мы все знаем, что если мы хотим для наших детей high-level wrestling, нужно отправить Дагестан, Тусли, Арцерфугет. Если ребенка отправить в Батуми на 2-3 года и забыть, что получится? Хороший вопрос. Я не думаю, что в Дагестан просто надо отправить на 3 года, и что-то с ним поменяется, или в Батуми. Везде мир меняется, везде все меняется. Но это он красиво сказал, красиво люди запомнили. Я думаю, все начинается с нас и в нашей семье. Если отец достойный, он воспитает достойного сына. Мы все знаем, что происходит в Грузии, когда туда приезжают после побед Мираб или Илья, когда в Грузию возвращается Роман Долидзе. Я всегда стараюсь. Раньше я приезжал, меня встречали в плане и на стадион, и все это было, но я сейчас стараюсь приезжать очень тихо. Никто особо не знает, куда я приезжаю. Иногда даже я пролетаю вообще в Турцию. И это недалеко мы живем недалеко от границы в Батуми, где-то 20 километров. А я пролетаю, например, в Трабзон, это 100 километров. И родители приезжают, мы там немножко время проведем вместе, и потом через границу, не через аэропорт, я заезжаю в Грузию. То есть на машине или паром? Машина. Где узнают чаще, в Батуми или в Лас-Вегасе? В Грузии, конечно, в Грузии везде, в любой деревне. Я приезжаю куда-нибудь, они нас везде знают. Очень, очень тяжело. Иногда, допустим, не всегда же мы примерно себя ведем. Мне приходится все это контролировать в себе. И, например, знаю, что, может, люди иногда даже не дадут тебе понять, что они тебя узнали, но они тебя узнали. И это проблема. После побед ваших, Мираба, Ильи, можно сказать, что интерес к ММА в Грузии вырос? Объясню, почему спрашиваю. Или это просто болельщики реагируют на любое противостояние, наши, не наши? Потому что я был на Евро, я видел, как ваши фанаты болеют за футбольную сборную. Да. Я думаю, все вместе. Это комбинация. И наши победы, наши достижения. Гига уже долго тоже в топах. Я не знаю, сейчас он в топе или нет. Мираб чемпион, Илья чемпион, Гурам отлично выступал, Лика хорошо выступала. Тупурия сейчас младший, старший, точнее, тоже делает первые шаги. Это наши победы, конечно, прежде всего их смотивировали. Они ожидают от нас большего. И я всегда говорю, что мы, наверное, с одной стороны сослужили хорошую службу для подрастающего будущего ММА Грузии, но с другой стороны и не очень хорошую. Мы задали очень высокую планку,
и ребятам придется достичь этой планки или на меньшую, они просто на победы они уже не будут согласны, я так думаю. Только на титул. Титул, топовый, остальное тяжело. Задали очень высокую планку. Следующий вопрос от нашего постоянного телезрителя Мираба Двалишвили. Внимание на экран. რომან ბათუმში რო გესტუმრები თუ წამიყვანს სანადიროდ. Thank you. Что он сказал? Он сказал, что Рома, когда я буду у тебя в гостях в Батуми, возьмешь ли ты меня охотиться или нет? Так. Во-первых, я не верю, что Мираб хочет охотиться. Он вообще не любит оружие и никак не предрасположен к этому. Но раз он уже это заявил, аутсилеблат сагикван. Обязательно возьму. Мираб. Сам. Можем и тут поохотиться тоже. Я ему, кстати, увижу на днях, я ему это припомню. Грузин номер один в UFC и в ММА, ну, если ей верить рейтингу прямо сейчас, это Илья Топурия. Вы, понятно, что в разных весовых категориях, но вы видите у него слабые места? Я думаю, слабое место есть у всех, но Илья очень разносторонне развитый спортсмен, хорошие природные данные, и мне кажется, очень долгое время будет тяжело найти спортсмена, который сможет его одолеть. Ему всего 28 лет. Для ММА это не возраст вообще, учитывая, что в ростере, я думаю, в топ-15 в основном все за 30. Как считаете, он уже на своем пике или мы можем увидеть еще более сильную версию Топурии? Я думаю, он развивается, он будет еще развиваться, он очень много себя вкладывает, много усердно работает. Я думаю, все еще впереди. Бой Топурии с Исламом Махачевым, это то, что должно случиться? Я думаю, должно. Столько уже сказано, столько интереса у людей. Я думаю, этот бой в перспективе. Мы же понимаем, что отталкиваемся от чего? Что финансово выгодно организации. Если они посчитают, что это выгодно, они его сделают. Ну, к слову, про финансы. Илья, вот два человека, кстати, в одном дивизионе, это Илья Топурия и Арман Сорокян. Это вот люди, про которых нельзя сказать, что они дерутся за деньги. Потому что один очень богатый, что другой очень богатый. Вы Топурию знаете наверняка гораздо лучше, чем мы все вместе взятые. Он реально кайфует от боев? Я думаю, все равноценно. Я думаю, я не буду говорить, Илья такого не говорил, поэтому я смело это могу сказать, что те люди, которые говорят, что не из-за денег что-то делают, это или они сильно глупые, или обманывают. То есть в UFC он все-таки за деньги, получается? Не, есть понятие, давайте так скажем, подерется ли кто-то из них просто так без денег. Но вот сейчас Сорокян, например, предложил 500 тысяч Топурии. Красиво звучит. Красиво звучит, да? Да, вот и все. Через несколько недель в вашем дивизионе большой бой. Дюплесси против Хамзата Чимаева. Мы уже знаем, что за дивизионом вы не сильно следите. Ну, их знаю. Знаете, кто такие? Их, да, знаю. Это бойцы Вроде ММА. знаю, да. Высокие такие. Да, один высокий с бородой, а второй Хорошо. африканец-голландец. Что-то непонятное, да? Да, ваши прогнозы. Я думаю, у Хамзата есть возможность выиграть любого бойца. Но есть у него и слабости. Он, если не выиграет... Ну, я сейчас не знаю, как сейчас будет, но суть по предыдущим боям, он вообще Уитакера очень хорошо прошел. И он может и Дуплесиса вот точно так же, в таком же формате, за очень короткое время выиграть. Но если будет, дело пойдет поздний раунд, вот тогда у него может быть проблема. Хамзата в дивизионе принято хейтить. Опять же, Стрикланд, ваш товарищ, постоянно на него набрасывает. Кто еще? Колби, Дюплесси. Сейчас еще недавно Пауло Коста подключился. У вас к нему какое отношение? Знакомы ли вы? Абсолютно. Я с ним, мы не то что близкие друзья, но я его знаю. Не потому я сейчас буду так говорить. Я ко всем спортсменам так отношусь. И не люблю все это громкие слова и болтовство, вот это все. Мне вообще непонятно. Я понимаю, что многие мне говорят, что или про меня говорят, что наоборот, надо продавать бои, надо делать то, надо делать это. У меня своя жизнь. Я считаю, что это неправильно. И все эти разговоры, которых вы сказали, это просто обычные разговоры для того, чтобы подогреть почву или просто привлечь внимание, если даже не подогреть. Потому что, например, Пауло Коста до Хамзата, я не знаю, далеко. Как нам до Вегаса?
Ну, еще дальше, я думаю. Если предположить, что победитель боя Дюплесси Чимаев будет владеть поясом довольно долго, Да. настолько долго, что вы заслужите титульного шанса. Это не сильно долго. Хорошо. Продолжительное время до до момента, когда вы получите титульный Да, шанс. да. А против кого из них вам в первом титульнике было бы интереснее? Ну, Хамзат гораздо более известный спортсмен. Хамзат гораздо более интересный, харизматичный в спортивном плане. Поэтому мне было бы, конечно, интересно поработать с ним. Я желаю ему удачи, победить в предстоящем бою. И, как я обычно говорю, пусть победит сильнейший, тот, кто будет лучше. Винни Джонс как-то сказал, что если бы не было футбола, он бы стал бандитом. Если бы не было ММА, кем бы стал Роман Долидзе? Не знаю, у меня было бы, скорее всего, какое-то свое дело. И работал бы, занимался бизнесом, зарабатывал бы. 100%. Я не умею чем заниматься наполовину. Я всегда сам себе говорю, вот если бы я занимался, был бы сапожником, я был бы лучшим сапожником. Если бы я занимался нефтью, я был бы лучшим нефтяником. То же самое в спорте. Но, может быть, я пришел очень и очень поздно, но я уже 3 года в топ-10 лучших в мире. И пол карьеры своей провел, топ-10 лучших в мире, начав в 28 лет. Так что, независимо от тем, чем я занимаюсь, я буду стараться быть лучшим или не начну это. Когда вы в последний раз плакали? Конечно, плакать так я не плакал, но когда дедушка умер, тогда было мне очень тяжело. Самый странный Новый год в вашей жизни? В каком плане странно? Да Новый год все странно, все пьют, непонятно, то есть бегают, орут, кричат, стреляют, шумят. А я не люблю. Кстати, по поводу кричат, стреляют, Да. что больше напрягало, Новый год или 4 июля здесь? Думаю, 4 июля хуже. Новый год это все равно приятный такой праздник. Я даже раньше, даже сейчас больше, чем свой день рождения ждал и жду. Просто для зрителей 4 июля День независимости, и начиная примерно с 9 вечера во всех штатах начали Непонятно. пускать фейерверки Да, и закончили только к утру. да, согласен. Непонятно, что происходит. Что они празднуют. День независимости. День рождения моей сестры. Они празднуют. Вот, 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 вот. Когда вы в последний раз смеялись над собой? Да, смеяться не знаю, но осуждаю часто. По делу? По делу, конечно. Или просто слишком критичны к себе? Не, я критичен ко всем, к себе особенно. Есть человек, у которого вы хотели бы попросить прощения? Не. Продолжите фразу. Мало кто знает, но Роман Долидзе очень хорошо умеет. Что я умею? Рисовать. Вы еще и рисуете. Не. Деретесь, поете, рисуете. Да. Я люблю чертить и рисовать. Я задавал такой же вопрос Белалу Мухаммаду. Он ответил играть в шахматы. Билал Мухан, окей. Я После понял. этого я сказал, что вы играете в шахматы. Он сказал, что он вас сделает очень легко, потому что он в шахматах. Я его эксперт. увижу, я обязательно буду с доской в руках. Ну, кстати, можно организовать вам матч. Да запросто. У нас один менеджер бывает, иногда часто пересекаемся. Ну вот. Я даже у Али узнаю, как он играет. По-любому он с Али играл. Он, сейчас у меня даже цитата есть. Он сказал, что выиграет у вас, и вы не сможете быть настолько хорошим, как он. Прямая цитата. Я вырежу У него проблемы с английским. этот вопрос, и вот ваш ответ еще вставлю. Это он, наверное, перепутал с боями, но еще и разные весовые категории. Он что-то Вот не про весовые понял. категории, кстати, он сказал мне, что в шахматах это ничего не решает. Хорошо. Время покажет. В вашей жизни хоть раз что-то угрожало? Если мы не говорим про октагон. Да разве в октагоне что-то угрожает, разве в моей жизни? Ничего не угрожает, там все контролируемо. А так, в походах бывали странные случаи, конечно. Что бы вы хотели поменять в себе? Много чего. Я прежде всего хотел бы быть более спокойным. С этим я борюсь всегда. Сколько раз вы были в казино в Вегасе? Не раз.
Ну, был, когда бои там устраивают, но я ни разу не играл. Не тянет даже? Нет, конечно. Что там? Просто здесь же сделано как? То есть от ресепшена, пока до лифта дойдешь, Ну, скорее всего, это влияет. Да, когда мы, особенно когда нас в гостинице держат в одном корпусе, и чтобы попасть в тренировочный зал, надо пройти через казино, минут 15 идешь. Согласен, специально и почему-то сделано. Но это есть впечатлительные люди, на них это влияет, на меня это не влияет. понимаю, что сейчас весогонка, но когда в последний раз вы ели фастфуд? Недели фастфуд как фастфуд я не ем, вообще не ем. Но есть такой тут In-N-Out называется. Мгм. Там у них есть бургер Protein Style, без булочки, только мясо, обернутое в листья Салата? салата, по-моему. Только мясо и листья салата. Вот, если это можно назвать Но это фастфудом. полезная еда, вопрос был про Так, вредную. я не ем. Ну, если суши можно что-то вредное посчитать, то я где-то месяц назад, наверное, ел суши. Ну, суши, в принципе, тоже. Там рыба, рис. Ну, От много добавок, солей, я думаю, для вкуса. Мало кто знает, наверное, что там они добавляют еще. Что в ММА для вас самое ненавистное? Тот образ, который бойцы пытаются создать для того, чтобы соответствовать рынку единоборств, в котором они выступают, которым чаще всего они не являются. Какой совет вы могли бы дать 20-летнему Роману Долидзе? Ну, это очень хороший вопрос. Знаете, я доволен всем в своей жизни. Вот и плохим, и хорошим. Все, что есть в моей жизни, я отвечаю за это все. И за хорошее, и за плохое. Если что-то плохое происходило, я виноват. Если хорошее происходит, тоже я виноват. Поэтому оно, конечно, как горка вверх-вниз жизнь была. И много раз моя жизнь менялась на 180 градусов. Так что ничего. Самый большой штраф в вашей жизни? У меня в Украине машину, я должен был пересекать границу. Я в Украину постоянно ездил и сейчас езжу. Я должен был пересекать границу. Я не пересек ее. И, по-моему, меня оштрафовали, по-моему, на 10 тысяч долларов в долларовом эквиваленте. Но я не заплатил, через суд решил вопрос, доказал, что не было моей вины. И вот был штраф, который висел на мне, но в итоге я не заплатил. Чего боится Роман Долидзе? Я, по-моему, в ходе нашего разговора уже говорил об этом. Я ничего не боюсь в жизни, ничего меня не может, ни победа, ни поражение, ничего не влияет на меня. Я всегда говорю, что я когда вижу бойцов, которые чувствуют себя плохо после поражения или чувствуют себя на эйфории после победы, меня всегда удивляет, как бои могут определять тебя как человека. Они не могут никак на тебя повлиять. Ты тот есть не благодаря боев. Если бои тебя меняют, то печально, значит, твои дела обстоят. Но единственная вещь, о которой я много думаю, это какими мужчинами я воспитаю своих сыновей. И мои сыновья для меня самая главная задача, которую я должен выполнить в этой жизни. И я себя считаю ответственным за то, кем они будут в будущем и какими мужчинами они состоятся. Поэтому я думаю. Самое страшное животное на Земле? Страшно. Вы имеете в виду, какого я Опасно. боюсь или опасно? Опасно. Что я думаю, опасно. Вы никого не боитесь, мы это уже выяснили. Не знаю даже, что. В зависимости от региона. В каждом регионе свое животное самое опасное. Я не знаю, какой тогда регион назовите мне какой-нибудь. Ну, давайте возьмем Штаты. Мы в Штатах. Конкретно в Неваде это, скорее всего, гремучая змея. А вы же ее как-то, вы рассказывали? Да, Это бывает, что... Это в Юте было. В Юте, да, что дергали ее за хвост. Додергал, а они даже не выставили на Embedded это видео. Наверное, нельзя было беспокоить змею. Блин. Но это очень опасная змея, на самом деле. Ничего не ёкало, когда ее брали? Не,
Ну, голову, если подержать, что она может делать? Я не знаю, Палкой просто голову как- продержишь, потом какой хватаешь там за принцип что-то. работы у нее. Ну, она может жалить только Только зубами. зубами. Ага. Какую фразу вы чаще всего произносите в октагоне? Пусть свершится то, что предначертано, я всегда это говорю. Какое блюдо вы можете есть 7 дней в неделю? Опять же, понимаю, что весогонка. Мы когда сюда ехали, я вам сказал, что да, кроме весогона, кроме всего, но что мне ближе, тепло на душе, когда вспоминаю, это моя бабушка, которая, я помню, ходила со мной и пыталась меня кормить ложечкой и тарелочкой. И она готовила, было такое, картошка, сало было такое, оно с двух сторон она поджарила. Бутерброд, просто обычный бутерброд был, хлеб с маслом. И вот это вот тепло мне на душе, когда это все вспоминаю. Еще она резала огурец, и сверху она наделала какую-то приправу необычную. Сейчас даже никто, ни мама, никто мне не делает. Бабушка мне делала. И этой приправой мазала этот огурец сверху, и тоже как бутерброд мне давала. Я бы поел бы сейчас. Звучит вкусно. Да. И последнее. У вас есть мечта, которая никогда не сбудется, и вы об этом знаете? Нет, конечно, нет ничего. Есть задачи. Я ни о чем не мечтаю. Я даже не мечтаю, никогда не мечтал о боях. Оно у меня получается. Я благодарен за то, что у меня все так хорошо складывается. Но я никогда ни о чем не мечтал. Есть задачи, которые я пытаюсь выполнять. И движусь в этом направлении. Роман, спасибо большое за время, спасибо большое за то, что показали эту замечательную локацию. Спасибо вам. Сомневаюсь, что камеры передадут всю красоту, но это очень классно, это очень атмосферно. 9 августа, UFC Apex, Лас-Вегас, Невада, Роман Долидзе, Энтони Эрнандес. Болеем. Увидимся. Увидимся. Спасибо вам огромное за все. Спасибо.